Всем привет! Сегодня я хотел бы поделиться опытом создания нейросети в Unity. Существует множество различных нейросетей, но я, конечно же, воспользовался простейшим из них. Вот как выглядит наша нейросеть. Слева у нас входы или ингредиенты. Нейросеть обрабатывает их и вуаля, выдает нам готовый результат. Правда, чаще результат выглядит так. То есть, чтобы обеспечить годную продукцию, нам понадобится много поваров, большинство из которых мы отбросим. Остальные же получат право на размножение и мутацию. Ну окей, на словах-то это все хорошо, но как теперь все это реализовать в Unity? Конечно, нам понадобится скрипт NeuroNet, содержащий информацию о нашей нейросети. Для инициализации я написал отдельный метод, в котором выделяется память под массивы. И естественно, нам понадобится метод для расчета нашей нейронной сети. Появляется на свет нейросеть с помощью трех методов. Случайным образом, скрещиванием, заметьте, что здесь понадобится два параметра в качестве родителей, и, наконец, мутацией. BlastBot представляет собой расширенную нейросеть, включающую в себя показатели эффективности, фитнес, штрафы, дистанцию. Здесь представлена общая схема работы. Желтым помечены классы, наследуемые от MonoBehavior. Все управление осуществляется главным скриптом Bot Manager через интерфейсы Bot Control. А теперь давайте посмотрим, как выглядит все это в Unity. В файлах проекта вы можете видеть 7 скриптов, включая 4 вышеупомянутых. 3 оставшихся скрипта мы рассматривали в первоначальном проекте Flappy Bird. Скрипт Bot Manager хранит в себе основные настройки для проекта. Главными параметрами следует выделить time speed, то есть скорость симуляции, и количество ботов. Давайте попробуем ускорить процесс, увеличив шаг времени. Шаг движения становится настолько большим, что птицы не успевают даже пикнуть. Ну, если не получается увеличить шаг, может быть, попробуем увеличить количество ботов? Поставим, скажем, 1000. Ой. Игра начинает значительно лагать. Конечно, это еще и связано с тем, что ведется параллельно запись видео, но и без нее, поверьте, расчеты на начальных фреймах очень медленные. Отсюда вывод: Unity не очень располагает к машинному обучению. Ну, суть происходящего я постарался объяснить, а теперь давайте посмотрим, как это все работает. Чем больше у нас на начальном этапе птиц, тем быстрее будет прогресс. На начальных поколениях птицы только учатся летать и использовать механику игры. Обратите внимание на сигналы справа. Здесь каждая вершина красится цветом в зависимости от величины. Выходной сигнал красится зелененьким, когда она должна прыгнуть, и красненьким, когда она ничего не делает. Первые 10 поколений не внушали особого оптимизма. Но на 17-м поколении меня ждал небольшой сюрприз. Кажется, этот парень действительно умеет летать. Да, его результаты определенно можно назвать выдающимися. Впрочем, игра не такая сложная, и я бы сам легко ее прошел.
Ну что ж, попробуем. Так, потихонечку. Блин. Так, что-то не то. Раз, так. Блин, что-то я запутался. Сюда, еще разок, давай. Черт. Давай еще раз. Так, потихонечку. Блин. Короче. Что, я совсем дурак в это играть? Ну его в болото, эту игру.